Приветствую, уважаемые любители классического World of Warcraft. В недавнем видео я показал один многообещающий сервер с необычным названием Vanilla Plus. Сразу после этого на меня посыпались куча просьб подробнее рассказать об этом проекте. Если честно, я не успел толком разобраться во всех тонкостях этого сервера. Бета-тест уже закончился, сейчас идет активная подготовка к релизу, поэтому у меня уже нет возможности собрать нужную информацию. Но никто лучше не расскажет про этот проект, чем сам руководитель проекта. Я представляю вам перевод недавнего интервью с тим-лидом Vanilla Plus Владмиром. Интервью большое, поэтому я постараюсь уделить внимание самому важному. Итак, приветствую вас. Если вы здесь, значит у вас та же цель, что и у меня. Вы, вероятно, слышали про проект Vanilla Plus. И вам, как и мне, не терпится побольше узнать о нем от команды разработчиков. Я сам не участвую в его создании, я просто поклонник, интересующийся его содержанием и философией. И сегодня у меня потрясающая возможность поговорить с самим руководителем проекта Vanilla Plus Владмиром. Привет, Владмир. Спасибо, что согласились на встречу. Пожалуйста, представьте зрителям и расскажите пару слов про команду разработки. Приветствую. Некоторые из вас видят во мне угрюмого парня, поклонника серии игр Quake со странным именем. Да, это я. Друзья зовут меня Вальдек. Я люблю облепиховый чай, олдскульные игры и олдскульный рок. И я лидер команды Vanilla Plus. Наша команда небольшая, но сплоченная. Всего нас 7 человек, объединенные общим интересом и любовью к старому миру World of Warcraft. Без летающих маунтов, достижений, ЛФГ, настроек сложности и других вещей, которые разрушают игру, которую мы так любили. Хорошо, но ведь есть же уже несколько нормальных классических серверов. Да даже официальная классика вышла несколько месяцев назад. Зачем тогда нужна Vanilla Plus? Какая основная идея этого проекта? Потому что официальные классические сервера, что приватные проекты, они хоть условно и считаются ванильными, но ни хера не ванильные. Нет в них этого духа ванилы. Уже каждый знает, что находится за углом, все было исследовано вдоль и поперек. И вся магия и тайны исчезли. Современные знания позволяют убивать боссов, пропуская всю механику боя. Рагнарос — это вообще что-то с чем-то. Погружение — это кто-нибудь вообще видел? Диспел можно заменить ресторативками, танки могут танковать без щитов, Molten Core можно зачистить за час, любым приличным статиком. Все знают, какие для них вещи бис и как нужно комплектовать рейд. Да, но ведь есть же игроки, которые ванилу никогда не видели, да и современные игроки хотят увидеть классику в его первозданном виде. Даже нынешние сервера не точны в плане механики, чего уж говорить про пиратские. Наша основная идея состоит в том, чтобы создать место, наполненное старым духом ванилы и дружным сообществом, где опытные игроки снова становятся нубами, чтобы они могли заново исследовать уголки Азерота и свой класс, чтобы они не знали, что их ждет впереди. Машина времени, назад 2005, что-то вроде этого. Так каковы же особенности сервера? Это будет ПВЕ или ПВП? Или может быть РП? Расскажите, в чем его фишка? Сервер скорее будет PvP с коэффициентами x1. Это больше нужно для того, чтобы игрок не торопился и изучал свой класс. Поскольку классы будут значительно обновлены, нужно время, чтобы обучиться. Окей, основной упор вашей рекламной кампании на плюсовую часть контента. Вы планируете изменить ядро. Что именно будет изменено? Что новенького мы увидим? Каражан, земли Кильтаса, Зуламан, поле боя кратера Ашары. Новые подземелья, такие как Жидинар, пещера Фурболгов, обновленный монастырь Алого Ордена, Гримбатол, Запределье переделано в стиле третьего Варкрафта, переделанный Нардскол, новые мировые боссы, новые предметы экипировки, классовые сеты и так далее. У нас на самом деле гораздо больше идей, основанных на старых знаниях о Варкрафте. Запределье, Нардскол. Вы хотите использовать ресурсы дополнения Burning Crusade и Лича? Что конкретно вы хотите добавить? Карты, новые квесты или уже существующие? Пожалуйста, уточните. И да, и нет. В качестве основы мы используем старый Outland, сохранившийся в файлах игры еще с альфа-версии. Он совсем не похож на нынешний, заполненный грибами, он скорее напоминает Запределье из второго или третьего Варкрафта.
Blizzard использовали карту Танариса в качестве основы для Outland, с некоторыми изменениями. Хорошие примеры видны в некоторых кратерах и горах. Нардскул, да, будет заимствован из Лича, но он будет немного холоднее, примерно как в третьем Варкрафте. Но Outland и Нардскул не будут отдельными континентами, это будут просто еще одни зоны для высоких уровней. Максимальный уровень все еще 60-й, но в какой-то момент у нас была дискуссия о увеличении уровня до 61-го. Какие-то квесты добавятся, какие-то исчезнут, какие-то будут добавлены как совершенно новые. Понятно. Говоря об изменениях, я имел в виду не только новые зоны, но и механические аспекты, такие как переделки и добавление новых талантов. Не могли бы вы что-то добавить по этому вопросу? Да, ко всему прочему мы обновили классы, добавили как новые таланты, так и целые ветки талантов, новые способности и заклинания. В основном упор сделан на повышенное выживание, как в ПВЕ, так и в ПВП. Уменьшено влияние способностей, но увеличено влияние талантов, что значительно усложнит выбор специализации. Хотеться будет все, но выбрать все не получится. И этот выбор будет очень болезненный для игроков, но тем и интереснее будет. Насколько много игроков вы хотите привлечь? На какую аудиторию вы рассчитываете? Кто для вас идеальный игрок, который выберет Vanilla Plus своим окончательным сервером? Мы стремились к качеству аудитории и сообщества, а не к количеству. Обратная связь бета-теста убедила нас, что население будет достаточно здоровым, как для PvE активности, так и для PvP. Наш идеальный игрок – это тот, кто уже играл в классику, не нашел того самого ванильного духа и хочет попробовать себя в усложненной версии Vanilla Plus. И новичкам должно понравиться тоже. Мы всегда открыты для доброжелательных людей, независимо от их опыта. В общем, должно быть весело. Вы будете играть в совершенно новую игру, которую никто не видел раньше, со своими челленджами и непредвиденными трудностями. Есть огромная часть обновлений, которая вас ждет, и еще больше обновлений предвидится. И, конечно, мы следим за предложениями игроков и принимаем их в расчет. Так что каждый игрок может принять участие в создании лучшей ванилы. Вам не кажется, что это титаническая работа? Достичь баланса во всем этом? Как вы хотите этого добиться? Когда вы разделяете все на маленькие шаги, это становится выполнимым. Распределение задач и энтузиазм является ключом к успеху. Кроме того, мы не будем стремиться к идеальному балансу. Скорее всего, мы будем периодически выпускать обновления, которые этот баланс будут менять. Из-за этого игра будет казаться более живой и динамичной. Кстати, о разработчиках проекта. Как вы все познакомились? Мы встречаемся в основном в сообществе WoW Modding. Там есть несколько форумов, они живы до сих пор. Некоторые были моими согильдейцами на знаменитом классическом сервере. Когда у вас есть увлечение, вы наверняка найдете себе соратников. Раньше мы просто изучали WoW, но после понимания того, что ванила может быть улучшена, мы начали это обсуждать и вдруг обнаружили, что создаем играбельный сервер. Кое-какие ванильные сервера страдали от мошенников. На вполне известных реалмах были замечены случаи коррупции от гейммастеров и операторов, в ходе которых золото продавалось китайским голдселлерам. Мы такие вещи презираем и не хотим повторения. Опасаетесь ли вы, что такая коррупция может возникнуть и на Vanilla Plus? Хороший вопрос. Вы должны попробовать себя в роли журналиста. Меры безопасности будут приняты, хотя бы ограничением доступа к серверу гейммастерам. И основная опора – это само сообщество, которое не даст таким случаям пройти незамеченными. Позвольте уточню, какие меры вы примете, чтобы предотвратить продажу золота и ботоводства? Античит, анализ баз данных, все нечестные сделки прописываются в логах, которые несложно обнаружить. Я полагаю, что создание Vanilla Plus с нуля – путь нелегкий, что является самым сложным в этом проекте. Самое сложное – это создание единой 3D-модели, которая была повреждена при преобразовании. Мы это обязательно починим. И звуковые эффекты тоже достаточно сложные. Мы не можем добавить новые звуки и музыку. В нашей команде нет композитора. А использовать чужую музыку, наверное, плохая идея. Поэтому берем звуки из третьего Варкрафта. Возвращаясь к трудностям. Есть ли что-то, чего вы больше всего боитесь? Чего не будет работать так, как задумано после релиза?
Античит, защита от DDoS и потребление ресурсов сервера. Все эти вещи вроде работают нормально, но вы же спрашиваете, что я больше всего боюсь. Выпуск WoW Classic, влияет ли это как-то на вашу работу? Я имею в виду, обращаетесь ли вы как-то к современным базам данных, числам, значениям, прочему? У нас есть более полумиллиона необработанных путей, линий, путевых точек для более чем 8000 существ. Мы обсуждаем необходимость этих обновлений. Из-за адаптации, оптимизации и тестирования этих новых данных может уйти от 2 до 3 месяцев, или даже больше, если пойдет все плохо. Да, это очень долго. Эти базы поступают из предыдущих частных серверов или из нового WoW Classic, или из обоих источников. Легче ли работать, имея классику в качестве эталона? Ну, если 2-3 месяца это долго, то что вы собираетесь делать потом? Эти данные взяты из классики. Честно говоря, классика как эталон не так крута, как мы ожидали. В ней есть несколько странных вещей, которые мы не хотим включать в Vanilla Plus. Каково ваше текущее состояние работы? На чем вы сейчас сосредоточены? Мы сосредоточены на анализе обратной связи после бета-теста, обновлении талантов, обновлении генератора движений, механики прямой видимости. В общем, мы слишком близки к релизу, но просто желание довести все до совершенства отодвигает дату релиза. Говоря о сообществе, где игроки могут обсуждать, критиковать, предлагать идеи, и просто делиться мыслями в целом, есть какие-нибудь социальные сети? Да, у нас есть активный Discord, планируется форум и на подходе страница в Фейсбуке. Хорошо. А что еще бы вы хотели сказать сообществу? Я об этом просто не спрашивал. Я бы хотел добавить изменениями на Альтеракской долине. Теперь на Vanilla Plus нельзя будет отдельно выпуливать генералов и маршалов. Мы настроили таймеры башен и получаем честь за второстепенные цели, чтобы исправить большинство проблем, которые являются общими для Альтеракской долины. И да, Корок все еще тут. Хорошо, но мы все же хотим узнать дату релиза. В этом году точно. Как только мы будем готовы, вы об этом сразу узнаете. Сначала хотели в ноябре. Мы постоянно делаем вещи, которые хотели бы добавить к релизной версии, или тестирование какой-нибудь новой механики. Вот, например, у нас была идея сделать, чтобы некоторые игроки становились слепыми и не видели других участников рейда. При этом они должны были вытащить бомбу из рейда. Или high-ground механика, типа как в доте. Вы планируете выпустить еще несколько видосов или скриншотов? Может быть, у вас есть несколько скринов прямо сейчас? Мы стараемся избегать спойлеров, чтобы игрокам действительно было интересно обнаружить что-то новое. Мы уже достаточно показали в нашем промо-ролике. Я могу показать вам мое любимое место, обновленный Алый монастырь. 3 крыла объединены в один инст для игроков 58 уровня. Не уверен, что он будет выпущен в самом начале, поскольку монастырь для лоу-левелов это большая часть опыта. Окей, большое спасибо тебе за это интервью. Я надеюсь скоро увидеться с тобой в Азероте Vanilla Plus и получить то, что я не получил при релизе WoW Classic. Что вы еще хотите сказать в заключение? Я рад видеть, что сообщество Vanilla Plus растет изо дня в день. Понимая, что так много людей разделяют наши идеи о том, как должна выглядеть настоящая ванила, это чувство вдохновляет нас. Мы пытаемся воплотить эти мечты в жизнь, и поддержка сообщества, которое мы имеем, очень важна на этом пути. Это мое первое интервью, было весело, необычно. Спасибо вам за этот опыт. До встречи на просторах Азерота. Вот такое, ребята, интервью от тимлида проекта Vanilla Plus. Меня зовут Варгул. Не забывайте подписываться на канал. И до новых встреч. Если что-то будет интересное об этом проекте, я обязательно вам расскажу. Всем удачи.